Свое сегодняшнее видео, больше, наверное, посвященное флоту Китая, России, СССР. Я именно хочу начать с этого места, потому что сегодняшний рассказ непосредственно будет связан с Порт-Артуром. И, наверное, если включить так машину времени, возможно, позади меня он сможет воспроизвести именно тот момент, то время, когда именно вот к подступам города Далянь здесь когда-то стояли военные корабли, когда-то патрулировали военные корабли, потому что СССР внес очень большой вклад в защиту города Далянь. Это, конечно, не сам Порт-Артур, но скажу, что это место от Порт-Артура недалеко. Сегодня я нахожусь в таком прекрасном городе, в столице, в одной из столиц провинции Ляонин, в городе Далянь. Нашел я такое одно очень исторически интересное место. Это место, конечно же, связывает историю, можно сказать, трех стран. Историю Китая, историю России, Советского Союза и историю Японии. Нахожусь я рядом с вот таким вот монументом. В истории Китая, в истории России есть такой промежуток времени, как война с Японией. Ведь именно исторически, если взять, то именно Советский Союз, именно в то время и Российская империя во времена Николая II, они помогали Китаю защищаться от японских захватчиков. Данное место — это мемориал, это захоронение советским воинам. И историю этого места, историю этого мемориала я постараюсь вам сегодня рассказать. Ну, чтобы вы в целом поняли всю суть, всю значимость этого места и вообще как оно появилось здесь, нам придется обратиться непременно к истории этих трех стран: Китая, Советского Союза и Японии. Порт-Артур и город Далянь. Сразу хочу отметить, что Порт-Артур — это порт. Далянь — это город, в котором находится сам порт. Также город Далянь, он назывался город Дальний на русский манер. Вообще, если брать историю Порт-Артура, почему исторически его называют Порт-Артуром? Потому что данный порт, он назван в честь английского, я не профессиональный историк, он назван в честь английского военачальника. Как раз таки во время Второй опиумной войны ему присвоили такое название, и уже исторически потом он и в истории там России, да, в европейской истории он остался как Порт-Артур. Что такое вообще опиумная война? Опиумная война — это период, когда, если вкратце говорить, Англия пыталась, так сказать, колонизировать Китай, потому что мы прекрасно знаем, что Индия граничила с Китаем, и Индия тоже была колонией Англии. И взор англичан как раз-таки пал и на Китай. Вот этот период Второй опиумной войны. Это что касается названия Порт-Артура. Вообще, если говорить о порте, то его судьба очень интересна. Данный порт, он переходил из рук в руки. То есть он и был под контролем японцев, и под контролем китайцев, и под контролем русских и советских войск. Судьба, да, исторически, если брать, судьба этого порта очень интересна. Вообще, во время Первой
китайско-японской войны Порт-Артур, он принадлежал китайцам. Он был одним из портов тогдашней империи Цинь. В ходе сражений японцев и китайцев этот порт переходит в руки японцев. Из-за его слабой обороны, из-за, может быть, и неподготовленных войск, этот порт переходит в руки японцев. Ну и исторически говорится, что японцы устроили там очень страшную резню. Ну, в общем, если переходить к тому моменту и историю владения этим портом именно русскими войсками, то как раз таки вот в 1894 годах правительство Китая, она просит... Ну, во-первых, здесь два фактора есть, я скажу, на мой взгляд. Во-первых, правительство Китая просит помощи у России, потому что в то время это была тоже очень такая сильная империя. И Россия также была в то время заинтересована в укреплении своих дальневосточных границ, именно тем, чтобы их войска располагались на территории Порт-Артура. Нахождение здесь русских войск было не зря, потому что вот в 19-20 веках обороноспособность Китая она была не такая сильная, поэтому китайскому правительству пришлось обратиться за помощью к России, к Советскому Союзу. Вообще, после окончания Второй мировой войны, когда вот война закончилась на Западе, Советский Союз, он отправляет эшелонами буквально войска в Китай, чтобы советские войска, они освободили Китай от японских захватчиков. Ну и там подписывается соглашение между на тот момент правительством Китая, правительством Советского Союза, непосредственно со Сталиным, о том, что Советский Союз окажет непосильную помощь своему большому китайскому брату. Вообще китайцы как относятся к Советскому Союзу и к советским людям? Относятся они с уважением, потому что везде и нынешняя молодежь китайская, она помнит, да, все-таки, если она помнит, значит, они это в школе изучают. И вообще пожилые люди, они прекрасно помнят, как Советский Союз им помогал, и они в то время говорят, что они называли Советский Союз именно своим большим братом. На китайском будет Лао Даг. Вот так вот дружественно они относились к Советскому Союзу. Ну, вообще, если брать, то Советский Союз сыграл очень важную, очень такую большую, значимую роль в становлении Китая, независимости Китая. После того, как Советский Союз освобождает Китай от японских захватчиков, то в 1950 году, когда заключается договор о дружбе между Советским Союзом и Китайской Республикой, уже также еще дополнительно подписывается договор о том, чтобы именно российский военно-морской флот, он продлил время своего пребывания на территории Порт-Артура. На это дают соглашение правительства двух стран, и Россия, Советский Союз на тот момент с удовольствием на это соглашается, потому что тем самым он убивает и двух зайцев, укрепляет свои границы на Дальнем Востоке от внезапного нападения японцев. Ну и вообще, когда в тот момент Советский Союз освобождал Китай от японских захватчиков, он, конечно, поднимал и свой статус, и плюс еще возвращал себе часть Сахалина, там Курильские острова, да. Советские войска вообще здесь находятся до 1952 года на территории Порт-Артура, и в 1954 году подписывается еще одно соглашение, это уже о выводе войск, советских войск с территории Порт-Артура. В 1955 году советские войска уже полностью выводятся из территории Порт-Артура. Вот такая вот, друзья, интересная судьба у данного Порт-Артура. Ну, сейчас давайте же я вам все-таки покажу захоронение вообще советских солдат. Ну, для меня это очень удивительно, очень интересно. Я не ожидал вообще, что в Китае есть такие места, что советские войска, русские, да, люди, они преданы китайской земле, так скажем. Вот, друзья, вот такой вот мемориал здесь находится. Если вы придете сюда когда-нибудь, то, в принципе, вход сюда бесплатный, я заранее скажу.
билет здесь покупать не требуется. Вот так вот, видимо, это еще русские туристы оставляют вот такие вот прекрасные наклейки, да, на памятниках, на могилах советских солдат. Все-таки русские сюда тоже приходят. Именно кто с Дальнего Востока, видимо, сюда часто приходит. К сожалению, имя тут есть, но оно плохо видно. Вот такие вот захоронения. Везде звезда, символ Советского Союза. Напомню, что это место было еще отреставрировано. Сюда в 2010, по-моему, году, да, приезжал тогдашний президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. И совместно с китайцами вот они увековечили вот это вот место уже на таком официальном уровне. Вот здесь написано: «Вечная память павшим советским красноармейцам». Это у нас, имя плохо видно, но вот фотография данного солдата. Звездочка упала. Все надо будет прикрепить. Не знаю, откуда она упала. Вот сюда мы ее поставим вот так вот в память советским солдатам. Я сюда ее положу. Там она не хочет стоять. А здесь уже могилки поменьше. Могилки поменьше. Вот, как видите, здесь и китайцы сами гуляют, тоже местные далянские жители. Сделано все, так скажем, аккуратно, красиво. Это вот, друзья, непосредственно сама главная аллея, центральный вход в историческое место. Старший техник, лейтенант Сафронов Василий Михайлович. Годы жизни с 14 по 52 год. Я, конечно, не отличаю, где кто захоронен. Может быть, судя по именно памятникам, можно определить, так хоронили обычных солдат или же офицеров. Видимо, это принесли либо русские, либо туристы, либо местные жители китайские. Вот мы видим, там венок у нас с российским триколором. Вот так вот все красиво сделано, красиво все отреставрировано. Это у нас орден, я забыл, честно, напомните мне, Отечественная война. Так, давайте я вам прочту надпись, может там не четко видно. «Вечная слава героям, отдавшим свою жизнь за свободу и счастье советского и китайского народов». Вот такая вот большая стела. Здесь у нас с двух сторон такие вот тоже памятники, монументы. Вон там вот, кстати, часовня, видимо. Сейчас мы туда тоже пойдем и ее будем посмотреть. Давайте я вам поближе подойду, сниму, что ли. Я, правда, извиняюсь, но вот еще вот такие вот захоронения есть. Давайте я вам прочту, что там написано. Ох, извиняюсь, там язык сломать можно. Это, наверное, еще русские еще царских времен. Оедорь Иванович Григорьевич, врач советского флота. Родился 13 февраля 1872 года, умер 12 октября 1901 года. Но здесь еще захоронение, видимо, еще и времен, так скажем, Николая II, там еще царской России. Потому что вот, судя по названиям, там еще в конце стоит именно твердый знак. Вот здесь написано вот: доктор Сергей Олимпиевич Москвин умер 19 августа 1902 года. Флагманский инженер-механик Павел Алексеевич. Механик — это хорошо, инженер. Родился в 1848 году, умер на эскадренном броненосце Петропавловск.
в 1900 году. Я не знаю, читаю я правильно, нет, но вот если на современный манер читать, то вот так вот. Да, не ожидал. Ну вот, кстати, символически тут дерево стоит. Может, это и есть Павел Алексеевич. Потому что, смотрите, где она именно выросла. Вот еще одно захоронение. Давайте там почитаем, что там написано. Там у нас написано младший бухгалтер управления порта Артур. А вот она непосредственно сама часовня. Сейчас мы будем тоже туда пойти и посмотреть, что там. Тамарочка Моисеенко. В 1937 и 47. Ну, 10 лет девчонке было. Прощай, наша любимая доченька и сестричка. А на русских могилах у стен Порт-Артура не вянут цветы, не бледнеют под сеткой дождя, потому что живые. Все быльем поросло, и давно деревянные сгнили кресты, и на склонах траншеи лишь цветы по весне полевые. Здесь в воронке одной мичмана и матросы нашли свой удел, обнимая приклады и все еще веря в победу. И под сводами тех капониров, засыпанных тесно от тел, и лежат они там, и ведут потихоньку беседу. Все о том же, что мы, все на том языке наших белых полей, о зеленых своих деревнях и далеких невестах, об эскадре, идущей на выручку мимо вершин Пиреней, и о том, что японцу здесь тоже хватило бы места. Что в правительстве скот, что обманут народ и зазря полегли, что страшнее шимозы рвались над окопами слухи. И меж ними ругается сипло сапер, что из вятской земли. Он мой предок прямой по крови и, дай Боже, по духу. Да вы правы, солдаты, что тяжко Россия разгон свой берет. В новом веке на первом же стыке буксует и стонет. Эскадра ее до горы золотой никогда не дойдет. И лишь гибель варяга потомки признают достойной. На подножии века почти что с вершины я с болью смотрю и пытаюсь представить их мысли, их руки и лица. Всем досталось по рангу, земля батареям, вода кораблю, но сорвали с державы, как стружку, живую частицу. Те, кто живы остались, могли бы, наверное, вернуться домой, но в плену предпочли оставаться у сопок далеких. Преклоняю колени и голову перед святой прямотой тех обычаев, сколь благороднейших, столь и жестоких. Ах, суровый мой прадед, хотел бы я быть закаленным, как ты, и когда припечет, без сомнений ходить в штыковые. А на русских могилах у стен Порт-Артура не вянут цветы, не бледнеют под сеткой дождя все живые. Так, друзья, сегодня посетили историческое место, посвященное, наверное, больше русско-китайским отношениям, но также непосредственно связанное и с Японией. Ну, в итоге, что хочу сказать? Хочется сказать, что
Китайцы молодцы, правильно. Ну, здесь также, наверное, еще и роль правительства России играет, Советского Союза, да, когда-то. Ну, что китайцы хранят историю и помнят помощь именно русского народа, это хорошо. Это хорошо, это приятно. Ну и в конце что сказать? Пусть земля тех, кто погиб в этой войне, будет пухом, и те жертвы, которые были принесены за свободу и китайского народа, и российского, пусть они никогда не будут забыты. Ну, вот что я все могу сказать, и все. Ну, китайцы, то, что помните, молодцы. Не зря я пришел в это место. Я хоть и не русский, но приятно и просто прийти сюда и прикоснуться к частичке истории. Пускай даже здесь могилы, но все-таки надо смотреть на это через призму исторических, так сказать, фактов, да? Ну, через призму истории.